приходящего в нем. То есть вы добились того, что вы остановили внутренний диалог. Вот это для чего нужна медитация и для чего нужна остановка внутреннего диалога. Хорошо, Арман Грант, что такое внутренний диалог? Буду тебя допрашивать. Внутренний диалог. Женя, внутренний диалог, да. Да, все просто, Ефим Моисеевич. Как говорят в народе, это тараканы, которые бегают, плодятся, и когда у них там тепло, уютно и хорошо, то пиши пропало, начнется эпидемия. Так, ваш взгляд понятен. Евгений Валерьевич, что такое внутренний диалог? Ефим Моисеевич, чтобы понять, чтобы выразить свою мысль, что такое внутренний диалог, я такой образ нарисую. Вот для меня мы, как сущность, это чувак, который сидит в скафандре. Скафандр – это тело наше. Наш ум – это искусственный интеллект, который проецирует на шлем некую информацию. Вот. А наше сердце – это развлекательный центр, чтобы нам весело было в этой экспедиции в скафандре там летать. Вот. Так вот, внутренний диалог – это вот этот вот искусственный интеллект, который нам показывает там циферки, там рассказывает, объясняет, что вот эта стена, вот это там доска, вот это компьютер. Вот он когда сходит с ума, и он начинает своей жизнью жить, у меня телефон сломался недавно, вот именно такое было. Он сам кнопочки нажимает, что-то вытягивает, кому-то. Я просто стиковал что-то, Жека. Но мне это не Очень нравится. красивый образ, кстати, да. Красивый образ внутреннего диалога, супер. Да, Класс, я внутри компьютера, внутри скафандра, и я должен использовать этот искусственный интеллект в своих целях. А когда он мне говорит, что мне делать, и использует меня в своих целях, то вот это мне не нравится. Вот внутренний диалог для меня – это когда мой искусственный интеллект меня использует в своих целях каких. Круто, класс, очень красиво. У Гали вопросы. Я, во-первых, хотела бы сказать, что для меня внутренний диалог. Вот для меня внутренний диалог – это всегда возможность. Не скрою. Иногда он так и думает, что вы являетесь причиной всего, происходящего в нем. Вообще для меня внутренний диалог – это, конечно, безусловная возможность вспомнить себя в качестве наблюдателя. Потому что вот не было бы его, да, вот не было бы от чего оттолкнуться для того, чтобы понять, что же не есть ты. И Класс. я использую внутренний диалог для того, чтобы вспомнить себя, да, как медитацию. Спасибо. Так вы же меня всему научили. А если нету внутреннего диалога? То есть вы добились того, что вы остановили внутренний диалог? Я тоже хочу поделиться, если будет интересно. Разве это плохо? То есть мы же стремимся к тому, чтобы быть вне внутреннего диалога. Да, это просто супер состояние. Без внутреннего диалога настолько хорошо, что ты понимаешь, что ты как фаундер не только свободен от бизнеса, ты вообще от всего свободен. Ты можешь сесть, тебе достаточно банана, и тебе хорошо. Ты счастлив уже от рождения до смерти, да? До выхода из тела. Я добавлю, наверное, как писал Успенский, что это процесс жизненный. До последнего момента нужно находиться в настоящем моменте. То есть если мы не во внутреннем диалоге, можно сказать так, что мы находимся в настоящем? Я бы сказала так. Хотя я наблюдала разные случаи, Арман Грантович, вы знаете. Вот видывала я людей, которые занимаются медитацией, остановили внутренний диалог, а с негативными эмоциями работать не научились.
И вот вроде бы одна функция, да, восстановлена, все с ней в порядке, а вторая постоянно барахлит. И это такие, знаете, глупые святые люди, которые бегают по миру, у них что-то с ними происходит, их жизнь пинает, они не умеют это переваривать и понимать, что с ними происходит, и такое бывает. Я могу рассказать, да, я могу даже, народ, если попросите, я могу систематизировать, если это есть реальный запрос. Хотите? Конечно, Тимофеевич, пожалуйста. Просим. Спасибо. Смотрите, значит, ситуация первая, нота до. Ты родился как ребенок, ну ты ребенок, то есть душа попала в биологическую оболочку, да? Скажем, там, ну, Галка видела, что Евис родится за 9 месяцев до того, как мы решили вообще заняться сексом, понимаешь, Жека, Арман? То есть она видела, что душа висела, да? Ну ладно, не в этом даже дело. Значит, родилась душа. Душа до 3 лет, товарищи, почему 3/7, да? Это 100% чистое сознание. Просто чистое сознание до 3 лет. Еще нету дупля, еще нету там какие-то двигательные, ну, рождается душа, полностью инстинктивный центр работает. Двигательный нет. Значит, и вот это сознание, которое вдруг осознает, что оно находится в какой-то биологической такой системе, да, оно, представляешь, оно смотрит, кто-то ходит, кто-то, понимаете, да, и оно начинает это сознание использовать тело, ползти, и пошел двигательный центр, вы видели? Вот как только вот это состояние сознания, самое чистое состояние, которое есть у каждого из нас, и оно как бы предваряет, когда наше сознание начинает идти на глубину, мы потом начинаем из этой глубины, происходит некие таинственные движения назад, к рождению, поняли? Мы как бы с громадной скоростью, когда мы попадаем, во время медитации существует несколько уровней. Разум, сердце. Вот это первый перекресток. Перед перекрестком мы идем вниз. Классика Дантянь. Увидели, да? Если сердце, то есть ты думаешь, I think. Ага, я думаю. А ты должен уйти от думания. Ты попадаешь в чувствование. Вот это для чего нужна медитация и для чего нужна остановка внутреннего диалога. Что остановка внутреннего диалога – это самые-самые первые шаги. И вот ты ныряешь от внутреннего диалога, с которым ты отождествлен, в чувствование. Почему я всем рекомендую? Начните чувствовать больше, меньше думайте, начните чувствовать жизнь. Начните чувствовать дерево, животное, любимого человека, картинку мира, неважно. Чувствовать значит любить. И это определенный этап, на котором находится душа. И потом существует такой очень длинный прыжок от чувствования к бытию. Бытие у нас вот здесь, товарищи, 2 пальчика ниже пупка. Там, где харакири делается. Вот. И вот это последний прыжок, то есть к бытию. То есть к себе. То есть наша сущность, она находится вот здесь. Именно здесь находятся ворота входа в жизнь и выхода в жизнь. То есть, когда ты рождаешься, да, как бы сознание движется сюда, когда ты будешь умирать, сознание пойдет сюда и выйдет за пределы тела, поняли? То есть, вот сюда оно движется. По большому счету, данное движение, оно имеет определенное смысловое значение. Откуда и куда должно движется твое сознание с определенным режимом, там, понимаете, да? Возвращаемся на исходную, мы о внутреннем диалоге. Пока нормально? Нормально, Прикольно? супер, Васильевич, спасибо. Так вот, сознание до 3 лет, потом оно начинает нагромождаться различными смыслами. Смыслами семьи, смыслами нации, смыслами государства, школы, пропаганды. Религии. То есть, да, религии, то есть система, которая давлеет в данном историко-географическом как бы пространстве планеты Земля. И вот здесь уже все психологи, все исследователи, физиологи, все говорят одну и ту же вещь. Неважно, вот ты родился, ты не можешь родиться христиан, и еврей, ислам. Вот ты попал в среду, все, ты будешь тем, в той среде, в которой ты находишься. То есть ты максимально вбираешь себя, впитываешь эту среду. Там основная война психологов, да, это среда воздействует на тебя, или ты на среду, поняли?
То есть бихевиористы там, допустим, говорят одно, а Павлов говорит другое. Неважно. Это я просто к тому, что мир очень прост на самом деле. То есть сознание попадает в тело, оно имеет чистое сознание, еще нет внутреннего диалога, а потом сюда заходит целая куча разного всего. По большей части, конечно же, чужого. То есть чужой. И вот когда... И потом там пошел процесс, 10 лет, 15, 20, 30, человек куда-то бежит. И вот вопрос, остановится он или нет. Вот ваша ситуация, вы такие бежали, и вы домохозяева, потому что у вас есть бизнес, у вас есть семьи, у вас есть дети, вы выполнили как бы программу, ну, настоящую программу мужчины, да, вы фаундеры, вы реально дрались за свою жизнь, ну, вы люди с большой буквы. Я не хвалю, я просто говорю, что вы люди, которые там Гуджиев называет домохозяин, то есть человек, который дерево посадил, дом построил или квартиру купил, ну, и жену имел, и понимает, что это такое, и даже детей, и может и не одного. И вдруг этот человек останавливается и говорит: подожди, а куда я бегу-то? А вообще, алло, гараж, а где вообще это вот то, что я называю я или счастье? Оно же как бы одно и то же должно. И вот здесь возникает момент перехода. Скажем, одни из самых опасных моментов перехода – это семью 5-35, семью 6-42. Первые 7 лет – это осознание тела, от 7 до 14 лет идет осознание уже эмоционального своего тела. И где-то с 14 до 21 максимальная работа мозга, где ты обучаешься там менталу. Дальше идет следующие 7 лет, где ты там выстраиваешься. То есть как бы жизнь наша семилетками. И вот самая такая семилетка, где ты продупляешься, это вот между 35 и 42. Когда первый раз возникает первый кризис, где ты говоришь: погодьте, погодьте, товарищи, а что я делаю вообще? Куда? Это, оказывается, что это не абсолютное, это меня гнали гормоны. Так, если трезво посмотреть, гормоны, а что же в остатке я получу? И вот это есть тот момент, когда мы возвращаемся к смыслу остановки внутреннего диалога. То есть внутренний диалог как мое прошлое, как ваше прошлое, как прошлое любого человека, которое должно быть, понимаете? Как фотопленка, которая как бы идет, все равно что-то наворачивается, неважно. И потом вдруг в какой-то момент возникает инсайт, такой бах! И вот здесь возникает вот этот момент остановки внутреннего диалога, где на самом деле ты, как ни странно, возвращаешься в состояние этих 3 лет. Это если повезет, потому что весь этот алкоголь, весь этот секс, вся эта попытка забыть себя, вся эта попытка напиться, убиться, упиться, уколоться и упасть на дно колодца, вот вся эта песня, она одна. Как я хочу вспомнить себя. А вспомнить себя — это вот эта 3-летка, поняли? Вот эти, когда ты ничего не понимал, но ты был чистым счастьем, чистым сознанием. И вот самый важный момент, я финиширую уже, да, что вот если кому-то повезло, и он такой выстроился, решил вопросы, он всегда, нормальный человек, который домохозяин, он всегда в какой-то момент останавливается и говорит: что-то здесь не так, что-то здесь не то, что-то здесь нужно найти обязательно. Как-то так вот слишком все просто, а с другой стороны слишком сложно. Вот, и он начинает пытаться найти себя, вспомнить себя. Вот это оно. Вот здесь возникает уже этап сознательного действия, где у тебя есть серьезный запрос, как у ученика. Моисеевич, у меня так и было. Это просто пипец. Я вот сейчас вспоминаю. Я именно пошел искать свое предназначение. Я понял, что что-то не то. Я не понимал, что, куда двигаться, но как раз была интересна тема своего предназначения. То есть я думал, что есть какой-то высший смысл этого всего, но я его не понимал. У меня запрос именно был найти, в чем мое предназначение на этой планете. То есть зачем это все, вот это с утра до ночи, 24/7, чтобы что? Вот супер. Вот. Женечка, это и есть архетипическое внутри нас. Это так приходят все.